Привет, друзья! Ой-ой-ой-ой-ой, что у нас сегодня? Ой, у нас какая распаковка. Давайте начнем. Прекрасная консоль. Скорость 1000 терафлопс. Экран, я думаю, это по-любому AMOLED. Как вы думаете? Напишите в комментариях, AMOLED это или нет? Или что? Или нет? Такая приставка на сегодня. Ладно, не она у нас сегодня во главе угла, как вы поняли уже по описанию. Поэтому уберем ее в сторонку и достанем вот такую вот красоту. Царица для многих, но не для меня. Почему? Расскажу подробнее в ролике. Подписывайтесь на канал. Давайте начнем. Поехали. Итак, я не являюсь, конечно же, Sony боем. У меня есть Xbox. Я делал много роликов про Xbox. Series One, All Digital. Прекрасная консоль, даже в 2024 году чувствует себя замечательно. Делал про нее несколько роликов, полностью меня радует, потому что я играю редко, но метко и качество графики даже на сегодняшний день вполне себе приятное. Но тут случился Новый год. Внезапно. И мне подарили вот такую красоту. Это японская версия. Давайте ее распакуем, и я покажу вам свои впечатления от приставки. Кстати, первый в моей жизни PlayStation, потому что у меня были другие приставки. Ай, деревянные игрушки прибиты к полу. И как это было давно. Но сейчас не об этом. Давайте начнем с распаковки. Итак, в первой коробке что у нас тут встречает? Мануал, провода, все эти дела. Не совсем интересно. Подставочка, кабелечек HDMI, который, наверное, поддерживает 8К, 120 кадров в секунду. Вот это все HDR. Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details. Так, здесь у нас такая подставка, сделана из такого дешманского, супер дешманского пластика. Кабель HDMI, который я, наверное, распаковывать не буду, но есть и есть. Кабель для зарядки, почти российской. Видите, тут переходничок и ничего страшного. Здесь у нас мануал. Тут еще один какой-то кабель. Type-C, USB-A. А здесь у нас геймпад. Я никогда в руках не держал геймпад от PlayStation 5. Слушайте, удобный. Я держал в руках геймпад от PlayStation 3. Он маленький, то есть не для моих больших рук. И вообще не для рук взрослого человека, я считаю. Я-то всегда топил за геймпад от Xbox. Как вы знаете по предыдущим роликам. Ссылки на них оставлю в описании. Такая вот красота. Что могу сказать? Вот у меня геймпад от Xbox One. И он, знаете, PlayStation, мне кажется, пошли по пути удобства как раз-таки от геймпадов от Xbox. Потому что они сделали, такой вот хват, довольно-таки привычный даже для меня. Цвет, конечно, немножко дает синевой, но такой свой цвет, приятный. Интересный геймпад, он, правда, не на батарейках, поэтому служит меньше по времени, чаще его нужно заряжать. И не в этом проблема, я считаю. Главное, что он удобный. Поехали дальше. И сама царица консоль. Никогда ее не видел, в руках не держал. По фотографиям и по видео она довольно-таки большая. И коробка большая, видно, да? Так. 30 яиц, наверное, здесь вот как раз хранилось. Которые по 200 рублей. Ой, упаковали-то. Ой, завернули-то как. Красоту. Тяжелая. Я могу сказать, тяжелая, белая, приятного цвета такого, с дисководом. И ставится она, в принципе, на вот эту подставку. Но, по-моему, вот так тоже ставится аккуратненько. О, красота же. Красота тяжелая, большая. И знаете, плюс моей Xbox, той старенькой, плюс ее в том, что она компактная. Я вот сейчас на видео показываю вам, как она висит под моим телевизором. Довольно-таки мало места занимает, незаметная, все так четенько, красивенько. Вот эту бандуру я не знаю, куда можно ставить, только на пол. Или делать специально для нее какую-то подставку. А я люблю стиль минимализм. А это, конечно, красота. Красота большая такая прям. Вот я ее поставил, а она уже покрылась пылью. Хотя здесь в студии пыли-то и нету особо. Большая, красивая, новая консоль. Что я могу сказать? Радует, наверное. Вообще я, конечно, не Sony бой.
Вот, а я скорее этот, который Билли Бой. И знаете, вот все, что останавливало меня до этого, это, наверное, геймпады, которые были не такие удобные до этого. Но на 4-й вроде тоже удобные. А здесь они довели свои геймпады до совершенства. И да, можно было перейти на эту консоль. Она, кстати, легче. Геймпад легче, чем Xbox-овский. Вот странно, да? Выбор консоли, отталкиваясь от геймпада. Ну, странно, конечно, странно. Звучит даже странно. Но дело не в этом. Дело в том, что я уже обладаю коллекцией игр, больше терабайта. Там игры и от Xbox 360, и от Xbox One. Довольно-таки большая коллекция уже игр есть. А если отталкиваться от подписочной системы, которая, в принципе, удобная, можно купить на год и вообще не париться, выбирать, играть какие-то игры. Теперь она есть и на PlayStation, что очень радует. И опять-таки выбор становится таким, что тяжело выбрать. Да, здесь есть эксклюзивы, это большой плюс. Раньше я топил за то, что это не такой плюс, но... А то дело, когда мы можем играть и в те, и в эти игры. Другое дело, когда дополнительно у нас появляются какие-то эксклюзивные тайтлы. И это, оказывается, все-таки большой плюс и не может не радовать. Хотя, опять-таки, я не большой игрок, но в перспективе я понимаю, что это плюс, нежели минус. Подписочная система плюс-минус одинаковая, цены плюс-минус на игры одинаковые. Да, сейчас есть какой-то геморрой с покупкой игр, и я уже давно не покупал на свой Xbox даже новые игры, потому что у меня куча игр, которые я еще не прошел. Но сталкиваться с этой всякой покупкой, этим геморроем, с картами, с покупками что-то кодов и так далее не хочется. Да, можно разобраться, в интернете полно всяких гайдов, как это делается, но мне кажется, сейчас многие даже в связи с этим переходят на игры на компьютере, потому что и русская озвучка, локализация намного лучше, потому что и на PlayStation сейчас игры выходят без русского языка, и на Xbox также. И весь выбор мой лично, который я делаю в ту пользу или в эту сторону, это просто моя коллекция игр. Поэтому данную консоль, которая мне была подарена, я, наверное, продам. А на эти деньги куплю новый Xbox Series X, который плюс-минус такой же. Поэтому обязательно следите за новыми роликами. Ролик про Xbox X тоже будет. Это была просто распаковка, так сказать, мои впечатления. И впечатления, они были такие спокойные. Не сказать, что я какой-то эффект вау получил, или меня эта подставка как-то вдохновила, да, из дешманского пластика. Нет. Классная консоль, современные 4К игры, где-то 60 кадров в секунду, где-то 30 кадров в секунду, супер качество, рейтрейсинг. Здесь, кстати, рейтрейсинг есть, или это прерогатива Xbox, напишите в комментариях, забыл. Справедливости ради, быстро расскажу про некоторые преимущества PlayStation 5, больше в теории, конечно, перед Xbox Series X. PlayStation 5 имеет более быстрый и емкий SSD-накопитель, который обеспечивает меньшее время загрузки и больше места для игр. Зато у Xbox есть Quick Resume, функция которой поинтереснее скоростей SSD. Также PlayStation 5 поддерживает 3D-звук в теории и адаптивные триггеры в контроллере DualSense, которые создают более погружающий игровой опыт. Про триггеры я уже говорил, они кайфовые. Также хочется сказать, что я все-таки запустил PlayStation 5 и ее встроенную игру. Несомненным плюсом является то, что PlayStation из коробки дает нам возможность испытать весь кайф ее приставки, графики и, главное, новых триггеров в DualSense. Про 3D-звук ничего интересного рассказать не могу, по ощущениям ничего нового по сравнению с Xbox, даже с моей старой. Также, как я уже сказал, PlayStation 5 имеет более обширную библиотеку эксклюзивных игр, таких как Spider-Man, Miles Morales, God of War Ragnarok, Horizon и другие. Также PlayStation 5 имеет более футуристичный и настраиваемый дизайн, который позволяет менять панели и добавлять аксессуары. Он, конечно, на любителя, мне нравится более промышленный дизайн, такой как у Xbox. А какой дизайн нравится вам, напишите в комментариях. По факту только два преимущества. Несколько эксклюзивов и DualSense с адаптивными триггерами. А теперь давайте перейдем к выводам. Вот такая крутая, красивая консоль с интересным дизайном, который непонятно как установить. Хотя и Xbox X тоже придется ставить на пол. Есть у них версия S, которая
Да, по дизайну мне нравится больше, она выглядит как какая-то книжка маленькая. И можно повесить под телевизором, можно вообще за телевизор ее закинуть. Но качество решает, поэтому если уж играть, лучше добавить, мне кажется, несколько десятков тысяч рублей и играть уже в более современном, максимальном качестве. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Это были некие мои размышления по поводу Xbox, PlayStation и вот этой всей обстановкой с играми в нашей стране на данный момент. Напишите свои мысли. Будет интересно почитать, и обязательно я на все отвечу. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу в Telegram. Там я публикую классные цены и на PlayStation, и на Xbox, и на другую технику по супер выгодным ценам с AliExpress, Яндекс.Маркета, Мегамаркета теперь уже. И добро пожаловать! Впереди будет много интересных новостей и обзоров. Пока-пока.